Всем привет! После первого нашего выпуска о девушках, умеющих рисовать, от вас мы увидели отличные отзывы, и поэтому решили продолжить эту тему и сделали вторую часть этого выпуска. Как и прежде, рассчитываем на вашу поддержку лайками и подписками на канал. В этом выпуске мы собрали для вас только лучших в своем деле. Поэтому желаем приятного просмотра и ждем ваших отзывов под роликом в комментариях. Поехали! Открывает этот выпуск девушка, которая в своей стране официально стала первой граффити-художницей. Настоящее имя Каджал Сингх, родилась и выросла в солнечной Индии, а город Нью-Дели стал для нее местом знакомства с уличным искусством. Осознав, что быть одним из первых граффити-художников в Индии будет своего рода безумием, она решила взять псевдоним Дизи, что в переводе с городского сленга означает «безумный, сумасшедший». Как и многие, начинала свое знакомство с улицей с брейк-данса и благодаря ему же познакомилась с направлением граффити. Познавая все сложности и полное отсутствие граффити-культуры в Индии, она продолжала развивать свой стиль. Вдохновляясь ароматами старой нью-йоркской школы, она старалась добавлять все больше красок и позитива в свои работы. В Индии есть большая разница между богатыми и бедными людьми, и сейчас, когда люди видят меня, для них я звучу очень богато, пока они не узнают меня и не поймут, что я далеко не из экстравагантного прошлого. Поэтому граффити стало для меня отличным способом устанавливать связь с семьями, живущими в не самых богатых местах, вдохновлять их и открывать творческий потенциал в их жизнях. В настоящее время Дизи делит свое место под солнцем между Берлином и Дели, принимая активное участие в городских событиях, развиваясь как в творческом, так и в медийном пространстве. А местные журналы и интернет-ресурсы с удовольствием идут на контакт с такой яркой личностью. Известная во всем мире своими многоэтажными фресками, отмечающими мятежную стойкость сорняков в городской среде. Мона Карон – швейцарская художница, ставшая монументальным артистом в своем втором городе Сан-Франциско, где она первоначально и появилась со своими фресками для местных жителей. Они могут быть крошечными, но они пробивают бетон. Они повсюду и все же невидимы. И чем больше на них наступают, тем больше они отрастают. Ее творчество – это серия картин городских сорняков, созданных как дань уважения устойчивости всех тех существ, для которых никто не оставил места, так как они явно не были частью городского плана, но все же продолжали возвращаться, проталкиваясь и поднимаясь выше. Находя сорняки на городских улицах возле стен, которые собирается красить, она выбирает особо героического, растущего сквозь тротуар, и рисует именно его, изображая большим в масштабе обратно пропорциональным вниманию, которое он получает. Действия городских сорняков символизируют невидимое множество неоценимых живых существ, независимо от их происхождения. И в условиях удушающей городской среды эти нежелательные явления первыми прокладывают путь, которым должна следовать остальная природа в свое время. Но это не буквальное утверждение в пользу сорняков, это ее метафора, указывающая на маленькие кусочки жизни, которые в совокупности могут прорваться сквозь, казалось бы, непобедимые мертвые поверхности. Именно эти, в кавычках, плохие растения, когда они прорывают цемент, предвещают возвращение истинной силы и энергии природы. Проводя параллель с нашей жизнью и миром растений, она будто напоминает всем: никогда не сдавайся, поднимайся как сорняк. Мисс Мерлот – уроженка Сиэтла, в настоящее время базирующаяся в Чикаго. В своем творчестве постоянно раздвигает границы своим смелым, красочным и хорошо продуманным стилем.
Для Мерлот граффити – это способ быть настолько креативным, насколько она хочет, поскольку нет никаких правил относительно того, как должна выглядеть эта форма искусства. Ее разнообразный опыт работы в графическом дизайне, а также увлечение текстурами, узорами и модой научил ее не бояться и больше экспериментировать с выбором цвета и потоком не только буквенных форм, но и всего подхода к своему перформансу на улицах. Она получает вдохновение от своих путешествий. На ее работу большое влияние оказывает исследование новых сред и идей, известных живописью в большинстве крупных городов США, а также в Канаде, Великобритании, Европе, Азии и Израиле. Мерлот планирует продолжать совершенствовать свой стиль, путешествовать и рисовать большие, все более сложные пространства. Она гордится своей работой и с готовностью преодолевает любые препятствия, которые встречаются на ее пути. Жасмин Сиддики, стрит-арт-художник, рисующий под псевдонимом Хера, родилась в 1981 году во Франкфурте, Германия. Изучала визуальные коммуникации и графический дизайн в Университете прикладных наук. Начала рисовать граффити в 2000 году. Является участником известного дуэта «Херакут», в котором совместно с Фальком Лемоном под псевдонимом Акут, объединив свои усилия, в 2004 начали создавать совместные работы под одним именем. Их совместный творческий художественный процесс носит диалогический характер как между собой, так и за его пределами, охватывая все большую публику. В их творчестве речь идет о рассказывании историй, создании воображаемых миров и вдохновении их фигур отдельными персонажами. Хера задает форму и пропорции их персонажам, а Акут дорисовывает, дополняя картину фотореалистичными элементами. Дальнейший процесс определяется совместно двумя художниками. Вместе они экспериментируют с различными форматами, материалами и методами. В равной степени их галерея, инсталляции и полотна характеризуются своим повествовательным стилем и способностью привести зрителя в воображение этих двух выдающихся художников. Короткие цитаты, отрывки или описания, написанные рядом с рисунками, являются ссылками на жизнь их персонажей. Немного хаоса и вандализма в этот выпуск вносит французская школа граффити от Lady K. Конкретно заявляет о себе на улицах города. Видео с ее участием быстро нашло своего зрителя, в которых она без какого-либо стеснения заявляет свою творческую принадлежность к уличной культуре. Является активным участником объединения 156. Но помимо теггинга на улицах Парижа проявляет себя и в классическом граффити, которое, надо отметить, у нее неплохо получается, а в ее Instagram я нашел как качественные скетчи, так и уже готовые работы с выдержанным стилем и крутым исполнением. Следующими, кто реально удивляет своими масштабами и явно неординарными поступками, так это швейцарская команда бомберов KCBR, а точнее ее женский состав. Делают по-настоящему невероятные покрасы на железе, закрывая целые холл-трейны и устраивая безбашенные перформансы на улицах города. Даже не верится, что девушки способны на такие чудеса.
И если бы они остановились на одной или парочке покрасов, так нет же, они практикуют свою деятельность постоянно и активно. В чем можно убедиться, заглянув в их Instagram, где они делятся своими заливами, добавляя красок в серые будни горожан и работников железных путей. Их фирменные Кейси Ballerinas, ну или Кейси Pussies, реально добавляют жизни в этих серых каменных джунглях. Live Life Like – так звучит название их собственного документального фильма, который мы очень рекомендуем к просмотру. Также девчонки развивают свой интернет-магазин, все с тем же лозунгом Live Life Like, что добавляет актуальности в их творческом пути. Розали де Граф рисует под псевдонимом Роуз. Молодая художница из Нидерландов. Начала рисовать картины маслом еще в возрасте 14 лет и до сих пор не может остановиться и продолжает развиваться как художник. Как она сама признается, создание искусства – это ее страсть. Это то, чему она хочет уделить все свое безраздельное внимание. Ее миссия – это путешествовать по всему миру и оставлять свой художественный след повсюду. Мечтает стать великим художником и показать другим девушкам и парням, что уличное искусство и граффити предназначены не только для мужчин. Ее первая художественная выставка состоялась в Голландии в сентябре 2018 года, а в том же месяце была номинирована на Street Art Awards Benelux 2018, где попала в 5 лучших в категории «Народные фавориты». Регулярно появляется в голландских газетах, на радио и телевизионных шоу. Путешествовала по Азии и сотрудничала с таким крупным артистом, как Кензи Чай, который является одним из крупнейших уличных артистов в Азии. Также сделала художественное шоу на Бали вместе с Ронни Индо, французско-индонезийским принцем. В декабре 2019 года выиграла свою самую большую ценность на данный момент, получив награду «Лучший молодой предприниматель 2019 года в Нидерландах». Молодая художница из солнечного Краснодара Таня Тако активно развивается в своем увлечении и хочет сделать весь Краснодар одним большим стрит-арт-объектом. В свои рисунки старается вкладывать человеческие положительные качества, доброту и честность, и, конечно же, рисует о том, что происходит в ее жизни. Любит рисовать сказочные сюжеты, водный и животный мир. Часто устраивает мастер-классы по стрит-арту в своем городе с целью привлечения и развития этой культуры в массы. Позитивная и жизнерадостная, она старается участвовать во всевозможных фестивалях как в России, так и в Европе. По уши влюблена в свое дело и не собирается останавливаться на достигнутом. Художница-самоучка и графический дизайнер Невин Шакил Хан, женщина, творчество которой представляет собой коктейль из графического и традиционного искусства, дополненное на уличное гранж-граффити. Архитектор и дизайнер по своей специальности, она на протяжении многих лет вела внутреннюю борьбу между своей творческой креативностью и профессиональной направленностью. В конце концов, для нее стало очевидным, что стремление к творчеству выходит далеко за рамки архитектуры. Поддавшись этому прозрению, она начала охватывать все большие формы творческой визуальной стимуляции. Будучи самоучкой, она способна работать независимо от ограничений и не чувствует необходимости соответствовать какой-либо конкретной технике или среде. Ее способность не быть пойманным в ловушку границ дала ей стремление работать над целым рядом проектов, от рекламных кампаний до уличного граффити-искусства.
Навин использует свои хорошо поставленные навыки в традиционной живописи, графических формах, смешивании медиа и фотографии в своих работах. Ее текущий результат творчества – это проявление всех ее сильных сторон в одном флаконе. Ее увлечение человеческой формой, чистота ее технического исполнения, разнообразие эстетического языка и ее отношения с реализмом и сюрреализмом создают серию мощных визуальных композиций. Родом из Франции, город Тулуза, стрит-арт-художница Винни. Рисует эта девушка с самого раннего детства, но именно с граффити познакомилась только в старшей школе. Надпись и точная работа над буквой помогали осваивать эту новую технику рисунка. В 2007 году должность художественного руководителя приводит ее прямиком в столицу моды в город Париж, в котором она начинает интуитивно все чаще обращаться к своей творческой стороне, которая по итогу выливается на многочисленные фасады Парижа. Контраст между чистыми линиями персонажа и гранями граффити, присутствующими в волосах, идеально отражают графическую вселенную этого художника. Ее женская фигура в работах на полпути между куклой и пин-ап-персонажем, который становится узнаваемым по ее прическе, сделанной из бирок, флопов и различных деталей, отсылающих нас к той или иной тематике, которую она нам показывает. Современное или ретро между эстетикой пин-ап 50-х и решительным хип-хопом в настоящем, ее персонаж становится все более узнаваемым. Сегодня она организовывает выставки в галереях во Франции и за рубежом, занимается выполнением коммерческих заказов и продолжает развивать своего персонажа, придумывая ему все более новые и интересные формы. Вот такой выпуск мы подготовили для вас сегодня. Пишите в комментариях своих фаворитов, кто вам понравился больше. А мы уже готовим следующий выпуск, который будет не менее интересным. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши пальцы вверх и увидимся в следующем ролике. Всем удачи и пока!